Ну чё, привет, покраска. Покраска, стою под дверью, я еще не был. Сейчас вместе зайдем и поймаем первое впечатление. Потому что там уже все почти докрасили. Что-то там снимали, не знаю. Я первый раз подошел реально после начала самого процесса. Сейчас пойдем потихонечку. Не особо спешат. А свои? Ага, ну вот и пойдем. О, привет. Встречает меня. Я хочу первое впечатление снять. Привет, Тики. Привет, Тики. Ну-ка. Ты чё? Ты чё? Я не верю в это. Неужели оно покрашено? Здравствуйте. Здравствуйте. Крутяк, чуваки, крутяк. Я не думал, что так будет. Ну, когда делаешь и привык к этому всему, к одинаковому. А ну-ка тут, а вот так теперь. Круто. Это круто. Потолок еще не покрасили, я так понял, покрасили только этот сам. Покрасили только лепнину. Ну, что сказать. Не знаю, я слов мало, короче. Я не представлял себе, как оно будет. Мне не показывали, что-то вблизи там снимали. Вот так теперь. Все было желтое, хавшпергрунт, остатки хавшпергрунта у нас были. И этими остатками, получается, желтизну заглушили, закрыли. Какие-то были трещинки, предварительно подмазывали. Ладно, там что-то девочки снимали, это уже такое. Потом все посмотрим. Ну что, это рельефно, это круто. Это видно, это читаемо. И это классно выглядит. Ха! Да, ну пойдем еще посмотрим кое-что. Маленький. Розетка, не до это самое. Не до покрашенная. Кухня, желтая кухня. Ужасная желтая кухня. Не желтая, да? И совсем ничего не желтое. А было все желтое. Отлично. Так, новая наша розетка, в которой не было этого центра. Вот она отдельно покрашена, смотрю. И не покрашены эти самые. И там что-то еще покрасили. Коридор покрасили. Во, коридорчик. Во, скосик туда, скосик сюда. Ну, отлично, супер, вообще. Это круто, это реально круто. Прикольненько. О, какая розеточка. Отлично, замечательно. Если что, как это было, как это происходило, я помню, я на какие-то проекты, ребята, заморачивался, я делал, смотрите, как получилось покрашенное, а потом, типа, смотрите, как оно было. Это для зрителя, это как бы ничто, а для меня на монтаже это выливалось десятки часов каких-то, а потом это посмотрело там 1000 просмотров каких-то или что. Я не буду в этот раз с этим заморачиваться. Извините, пожалуйста. Нет, не хочу, не буду. Будет вот здесь ссылка на весь проект, на плейлист с проектом. Смотрите, как чего было, как было до, как было в процессе и так далее, где там какая желтизна была, где какие переломы и так далее. Ну, я думаю, вы сами сможете это посмотреть и найти. Извините, у меня нет сейчас мощности и сил и времени на то, чтобы заморачиваться довольно серьезным видеомонтажом и поиском материала. Не буду этим заниматься. Так что как есть, так есть, снимаю как есть, просто. Просто вот что поснимал, лишнее выкинул, вырезал, все склеил, рендер и вперед. Только так сейчас могу. Ну, я думаю, те, кто смотрит с самого начала весь этот проект, я думаю, изменения они как-то видят. Ну, вот так как-то оно происходит, да? Что это, краска? Я потом покажу, наверное, может быть. Сначала прокрашивали лепнину, ну, там что-то снимали, ленивые. Может, что-то вы наснимали мне, не? Хоть чего-нибудь. Короче, это самое, что, хавшпергрунт сколько было, у нас 10 литров было, на всю лепнину его пустили и чуть на кухню, насколько я понял. Там будут кадры какие-то, как оно было. Здесь было очень желто, особенно в том углу. После того, как вымазали весь хавшпергрунт, покрасили на 2 раза, получается. Сейчас Саша идет тут прокрашивать. Первый раз потолок, ну, наверное, видно что-то. Ну да, где-то прокрашено, где-то не прокрашено. Вот. Первый раз, потом еще раз откатнет, закатает валичком. Фоникс мат краска. Розетки прокрасили тоже. Ну, сначала лепные элементы полностью, а потом уже плоскость. Ну, тут покрашено полностью. Ну, вот как-то так. Что, как ваше впечатление вообще? Да. А? Хорошо. Хорошо? Да, все хорошо.
Все хорошо. Да, все хорошо. Ксения идет. Окошки подкрашивает эти самые. Да, вот на слой покрасила, видно еще пятнышко. Проходит кисточка, потом еще раз этим самым. Подумали, что не будем заморачиваться, окна, чтобы не прикрывать этим. Она аккуратно кисточкой, аккуратно чуть шпатель, там что-то прислоняет, подтирает. Потому что с этими откосами беда. Беда в том плане, что я сильно не рассчитал работать здесь, и они уже вылетели далеко из бюджета, получается. Надо как-то чуть-чуть упростить себе задачу, но вот она там что-то отводит как-то. Рука дернется. Но не дергай руками, пожалуйста. Не дергайся сильно. Тут одно окно вообще не готово, надо будет когда-то с ним что-то сделать, с этим одним окном. Да, оно очень поздно, буквально там поставили его несколько недель назад. Здесь было пластиковое окно, и вернули историческое сюда. Ну что, хорошо, наверное, это хорошо. Скорее всего, это очень хорошо. Ну, мне, наверное, нравится. Особенно, когда я не видел, как оно красилось, приходишь, а оно уже готовое. Ну, да, прикольно что. Так, а как оказывается, у нас дело движется к концу все-таки. Тут оказалось, что пару комнат сегодня докрашено так по-серьезному. Вот, и сейчас мы дефектуем. Дефектуем. Саша говорит, что в двух из комнат, говорит, что-то как-то, может, свет стоял по-другому. Говорит, там, тут часть квартиры мы находимся, как бы в правой стороне. Ту часть, они же проходили, там, где были трещины многочисленные, вот здесь. Видимо, что-то происходило, это стояло почти год, и здесь были трещины, они все же, естественно, перемазали, все прошлись, очень досконально посмотрели, говорит, почему-то здесь лучше, а там как-то не так лучше, там похуже почему-то. Ну, после первого слоя краски, поэтому надо дефектовать. Надо дефектовать, и ничего такого, это всего-то там не такое небольшое время, надо просто пройтись, еще раз посмотреть. Потому что я красил, например, смотрю, ой, здравствуйте, я полез на твою краску. Хочу показать, потому что вот тут... можешь убрать краску? Пожалуйста, на секундочку. Потому что вот здесь, например, если смотреть, хоть снизу, хоть сбоку, хоть как, здесь дефектов вообще никаких. А там я где-то в одном... Да, там несколько мест видел, какие-то скотчики, еще что-то. Ну, тут наводил, тут видно. Кстати, вот, одна из гордостей, прогиб вот этот. Саша его дня 3 делала, вот этот прогиб. Здесь подломленная тяга специально, ее здесь не было, если что, да? Все помнят об этом. Он, кстати, вот так выглядит, вот эти вот откосицы с этим, с фасочкой такой. Ничего так, наверное. Оно все стало однотонным, тупо однотонным, вообще не круто. Мне не очень-то как-то, не знаю, мне такое впечатление все. Потом расскажу свои впечатления. А про дефектовку, да. Дефектовка даже на такой площади большой, тут под 200 метров, занимает несколько часов. Хорошо бы просмотреть между слоями. Особенно между слоями и симлайтиком. У нас еще старенький запас есть симлайт. Так что нормально. Вот вчера тоже покрашено. Вот это вот так стало одинаково. Все стало одинаково как-то. Ну падуги надо еще пройтись. Один раз, а потом еще раз. Вот осталось у нас немного. Как раз на этот объем мы закупили в марте 2022 года. Когда было понятно, что что-то будет не так. Что-то происходить будет не так. В общем, вот Фоникс Мат. Ею делаем. У нас еще было 10 литров Хафшпергрунт, изолирующего грунта, и его размазали. Употребили его везде сюда, везде на лепнину, везде на углы, везде на порезочки. Особенно, я помню, там в углу, вот там, что-то уж очень там протечно было. Вот здесь. То есть по нескольку раз. Потолок тоже нет, по-моему, этот потолок пару раз прошли. Потому что, по-моему, от дранки эти самые дранинки были желтоватые. Ну, сейчас классно. Тут, по-моему, 2 раза даже катнули шпергрунтом. Сюда много на лепнину ушло. Ну, всего-то было 10 литров. 10 литров. Это ни о чем. И на кухне еще использовали и так. А ушло, наверное, ведра 4 краски. Или сколько-то? 3-4, наверное, ушло на 200 квадратов потолков. Ну, нормально, наверное, что. Не знаю. Ну, всегда покраска для меня это что-то такое, такой процесс. Я вчера попытался даже словами его как-то описать. То есть оно становится однородным. Оно было разным, разнообразным, видимо, было видимое приложение рук человеческих, да, а потом оно стало как будто бы таким и было. Стало однородным, покрашенным в один тон, в один цвет и так далее. И оно было как бы нашим, оно было моим, каким-то моим, а потом я его как бы отдал. То
То есть оно стало чужим. Вот такое у меня ощущение. Оно стало однородным, чужим чем-то. В принципе, логика в том, что наша работа, она должна быть незаметна. То есть зритель, который приходит, он должен посмотреть такой, типа, у него не должно какие-то сомнения появиться в том, что так не было раньше. То есть он должен прийти, посмотреть, типа, да так вроде как было. Ну, любой непосвященный зритель такой, да. Так что, наверное, с этой точки зрения, что типа нас с нами не было. То есть приходит человек, такой, у вас нормальненько тут, так, светленько, классно, все так чистенько, читай, ну, все нормально, да. То есть, а что там до происходило, никого не интересует, не должно интересовать. Но мне лично, как тому, кто выполняет, как тому, кто проживает, такой колоссальный объем работы, и оно как бы становится как-то твоим. Внесение козырьков, оно становится каким-то твоим, как что-то, ты вкладываешь туда и вкладываешь туда что-то личное, оно как бы вот там. Но когда это красится, оно становится чужим. Это мое личное мнение, прямо с этой точки, может, я завтра буду думать по-другому, вчера я, может быть, тоже думал по-другому, но в этой точке я вот сейчас так ощущаю этот конкретно потолок, потому что вложено это серьезнейший, большой такой проект, и вложено очень много усилий, и ты такой смотришь, а оно однородное, оно одинаковое какое-то. Ну ладно, это прикольно, конечно, да, завершение, все должно начинаться, все должно заканчиваться, что начинается, то должно законченным быть, да, и как бы это законченность какая-то. Ну вот, меня тоже выгоняют тут с таким вот светом. Ну, вообще, я как-то попытался донести какое-то свое мнение. Не то чтобы это не мнение, это ощущение. Некое ощущение. Да, симлайтиком Саша вот принесла козырь. Пойдем посмотрим, что там получилось. Это первый слой. Вот симлайтиком как раз дефектовать можно 2-3 часа, и можно красить потом после него нормально. Наверное, мерцание есть какое-то, не думаю, что оно какое-то уж прям сильное. Я вот сейчас и не вижу каких-то там прям достойных внимания косяков таких, которые были бы видны. Ну, может, не знаю, я прям не вижу чего-то такого вопиющего в этом. Где-то там, по-моему, видел что-то с той стороны, на каком-то другом участке. Где-то выбоинка, может, скотч какой-то. Ну, вот, кстати, вот есть. Оно, видимо, свет стоял как-то вот как сейчас, да? Свет стоял как-то так, кто-то не видел, и вот такое осталось. Вот такой не надо оставлять, его мазнуть симлайтиком, и будет нормально. И потом, через несколько часов это перекрасится, и будет хорошо. Вот такого плана. То есть их немного, их так штучно, там на весь потолок получается. Там несколько, там 3-5 мест, но при таких огромных вложениях времени, да, обязательно надо такое сделать, пройтись, посмотреть еще раз, где-то что-то, ну, увидел где-то, чуть мазнул, все, там несколько часов, а результат, ну, как бы, все равно что-то останется, какой-то косячок, руки же делали, но все равно уже будет намного лучше, чем если бы так не делать. Да, ну, вот такие потолочки. Ну, да, классно, наверное, классно. Но как-то уж очень неоднородно, уж очень это все одинаково, что ли. Не знаю. Как-то оно было индивидуальным, а стало каким-то, наверное, тоже индивидуальным, но не знаю, у меня нет каких-то слов четких. Ну, такое у меня всегда какое-то огорчительное такое. Что-то типа, что-то было длинное, такое продолжительное, а потом оно заканчивается. И вот это такой момент заканчивания такого чего-то. Да, это классно выглядит, это прикольно. Если говорить про визуальную составляющую, про какую-то эстетику. Ну да, так оно было задумано, таким оно и, собственно, и есть. Оно так было задумано более 100 лет назад. Ну, как-то так. Чего, у нас покрашено фактически все. Там пару откосов еще на второй раз не пройдены, но вот это помещение, здесь где у меня была моя гордость, гнутая тяга моя, да, крайне слева помещение, здесь решили сделать полностью однотонным. И здесь будет другая краска, здесь будет не Phoenix Matte, здесь будет обычный Dulux, причем серый. То есть вот это белое, это Hafspergrund. То есть остаточки, которые у нас были, розетка покрыта, она была желтизной. Где-то или было уже в видео, или будет. Там, где девочки снимали, что тут происходило раньше. Вот, и здесь будет другой цвет. Ну, посмотрим, как оно будет. Изначально вообще планировалось же все в один вот такой вот цвет, но какие-то пошли изменения. Так что не знаю, какая-то краска, я не буду сейчас скрывать, потом посмотрим. Там серая какая-то, вот обычная Dulux, ну как сейчас в такое время
ноябрь 23 года, вот, Dulux есть, а всего остального и нет. Можно было бы, конечно, функционировало бы все вот с аллигатор, да, с краской, можно было бы там заколеровать нужный цвет, нужную краску, но как-то почему-то вот такая. Ну ладно, посмотрим, как оно будет. И планировалось все за раз красить со стенами, но у нас по всей квартире, это такой момент, я сейчас скажу отдельно о нем, но мы исправляли здесь стены, штукатурку на стенах, а радиаторы не снимали при этом. Ну, потому что, ну, потом будет лето, потом летом, а это было весной. Сейчас осень, конец осени, а тогда была весна, когда мы занимались этими штуками. Может, снимем? Нет, не снимем, придет лето, тогда снимем на лето. А на лето пришли товарищи и сделали здесь везде паркет. Пришли они делать паркет месяц, а делали его 3 месяца с копейками, а то и 4. И лето красное пропело. А радиаторы по всей квартире остались как бы за ними не заделано. Ну, куда мы могли пролезть? Вот там, вон видно. Тут там ничего не сделано. Куда мы могли пролезть? Мы же, когда обговаривали этот момент, мы говорили, что сейчас сделают, потом снимут, а потом кто-то, мы или кто-то, кто будет заниматься, может, обоями там, потом доделают все одновременно, летом. Нет, этого не сделали, и теперь почему-то вчера разговаривали с собственниками, что все, красим сейчас в один цвет, сегодня с утра типа нет, только потолок. Скорее всего, радиаторы остаются еще дальше, на потом, чтобы как-то централизованно кто-то ими занимался. Это по всей квартире, их, я не знаю, штук 15 штук, или сколько там этих радиаторов. Потому что я для себя выяснил один такой момент, может кому-то, особенно из исполнителей каких-то работ, а может и собственникам, кто договаривается о чем-то с исполнителями, да, может это будет полезным. Надо все всегда записывать. Потому что разговоры типа, мы говорили, да, мы не раз об этих радиаторах говорили, о многом говорили. Но сегодня я разговаривал с одним человеком, завтра с другим, послезавтра третьим, потом работа какая-то, то это, а время идет, месяцы идут, и ты абсолютно наглухо забываешь. Все, что было сказано, просто это ветер, это слова в трубу. А вот то, что было записано, ты уже даже можешь помнить себе там краем сознания, у меня там где-то записано, что насчет вот такого-то, такого-то участка. Так что для себя я так решил, что все надо записывать. И если я что-то выполняю с собственниками, договариваюсь о чем-то, я всегда стараюсь записать и согласовать, чтобы осталось типа, тут так-то делаем, да, делаем, согласовано, все, отлично. И можно делать тогда спокойно работу, то есть мы согласовали, подтвердили. В мессенджерах, в электронных письмах, неважно, только бы это было как-то зафиксировано. Ну, для себя я сделал такой вывод, что так хорошо поступать. То есть все, что было сказано, это ветер, это уйдет, все забудут. А потом вспомнят, но будет поздно. Да, так это работает. Ну, по крайней мере, для меня. Ну, она реально какая-то темная такая, да? Ну, вообще, ну, и особенно на белом, вот она контрастирует с этим грунтом. Вот. Кстати, про грунт, да, я говорил, что мы все тут подготовили, везде все подготовили. Даже вчера вот стенку прогрунтовали, чтобы сегодня красить. Но нет, не будем красить. Не знаю, мне снизу, я не художник, ну, как бы это не моя тема. Ну, вроде так рельефнее, вот так белое, а вот такое темное, более рельефное. Но опять же, я сейчас, если отверну вот этого чувака, например, туда, как-то так, не знаю, как оно, я не знаю, вам судить, наверное, как оно выглядит в таком виде. Не могу ничего сказать по этому поводу, нравится оно мне, не нравится. А ты что можешь сказать? Красишь, просто красишь, да? Почему все время надо свое мнение высказывать? Не обязательно, можете высказывать, если не хочешь. Ну так, пока вот так. Ставлю его посидеть. Давно я не красил, сколько-то, года 2, наверное, да, года 2 прошло уже. Они же все покрасили сами тут, а я только вот первый раз кисточку в руки взял, и я опять возвращаюсь к теме трудоемких процессов. Я считаю, для меня лично, мы же недавно красили, мы сейчас работаем, у нас какой-то параллельный объект, мы всегда вот, как бы руки наверху, и мы расчистили огромное количество потолков, там месяцами их чистили, все время ты работаешь, ты вот так, все как бы норм, но покраска, она тебя выжимает прям. Я реально чувствую, что, ну, по моему личному ощущению, покраска является самым энергозатратным процессом и самым таким, ну, она реально, тебе надо контролировать глазами и одновременно рукой еще работать, и это так наверх.
ну, по моему ощущению, это самый такой трудоемкий, самый энергозатратный процесс вообще из всего комплекса работ, которые вот мы проводим. Это мое личное такое ощущение. А ты что? И ты это понял, покрасив полчаса? Да, я полчасика, нет, да я же раньше красил, а сейчас... Самый трудоемкий Да. процесс. Как тяжело. Ну, не то, Через чтобы- 15 минут, ой, у меня рука устала, ой, как тяжело красить. Ой, а я нормально крашу, а этот не пропустил, а как то, а как это? Ну, так я красил, когда последний раз 3 года назад, наверное, или 2, я уже забыл, 3 года назад я красил. Я не знаю, когда я красил последний раз, но я этим не занимался давно. Но это так, да. Есть такое кое-что. Ладно, что, нам сказали покрасить, мы красим. Окей. Нравится ли мне? Типа, если кому-то нужна моя реакция личная, я не могу ответить на этот вопрос. Как-то так. Может быть, и так классно, и так классно. Может быть, может быть. Посмотрим, как оно будет на финале, когда это все будет покрашено. Вот. Вот так вот получилось. Вот, пойдем наверх, посмотрим чуть-чуть. Вот такая она вблизи. Рельефненькая. Ну, да, что-то есть, наверное, в таких темных штучках. Чуть местами я вижу не прокрасик. Но это такое. Мы еще же на слой пойдем. Первый слой. Он как укрыло, конечно, белую эту штуку. Тут был крюк, его мы удалили по просьбе собственников. И здесь замазали, там все, крюк обработали этой грунтом по металлу. В общем, ну вот. Теперь вот так. Я не сказал, что это прикольно. Как-то крюк тут висел, он как бы был здесь норм. А так тут будет другое освещение там. Здесь не будет центрального освещения. Ну ничего так. Наверное, прикольно. Вот так это выглядит вблизи. Теперь покрашенное в такой цвет. Вот так, может, с такого расстояния попробовать. Прикольно. Нормально, она такая прям витиеватая, много всего. Мауританская? Нет, не мауританская. Такая много насыщенная штучка. Стоп. Появляется что-то такое от дворцов, да? Чуть-чуть такое некое энергетика пошла такая дворцовая немного. Вот теперь мне определенно начинает нравиться. Определенно мне нравится. Потому что геометрия, она становится такая, ну, мы сейчас наблюдаем метаморфозы, вот, ничего не было, как бы, и вот так. И геометрия, она не то чтобы доминанта, она как бы акцент какой-то дает, такая, она акцентированная немного. Если посмотреть вот здесь, да, тут тоже карниз какой-то, но он такой, как бы, ну так он сливается немного что-то, оно есть как бы, но оно так, не так работает. Я бы назвал для себя это неким акцентом. Акцентиком назвал бы, понимаешь? Не красишь. Я крашу, рассказываю, показываю происхождение всего, метаморфозы, превращение интересное. Вот. И тут такое, она акцентируется, как бы, оно как-то по-другому работает. Наверное, это интересно. Мне определенно нравится так. Так тоже классно. Там классно и тут классно. По-другому классно. Саша там другим занимается, я один так подкрашиваю, она потом валиком пройдет просто там на первый раз. У меня в голове все крутятся эти строки, да. Страх того, что мы хуже, чем можем, и радость того, что все в надежных руках. Почему-то у меня такое, я крашу и напиваю себя. Что-то в этом есть. Определенно. Как обычно, перед покраской обязательно размешиваем краску. И вот наша прогрунтованная комната хавшпергрунтом. Здесь полностью загрунтовали розетку. И вот у меня осталось немного грунта в баночке. Я здесь по карнизу чуть-чуть точечно прохожу. И таким образом по лепнине мы прошлись во всех помещениях. Она более всего склонна к появлению желтизны. Грунт у нас хавшпергрунт аллигатор. Все стало более белым, более аккуратным, красивым. В центре розетка новодельная, поэтому мы ее не стали покрывать. В этой комнате у нас светлее. Свет поставлен, отсюда мы начнем красить. Кое-кто-то там ведра вскрывает. Вот, здесь точно так же прошлись хавшпергрунтом. Такой общий вид. И сейчас Ксения занимается как раз тут
Чем ты занимаешься? Варежку спасаю. Да. Вот этот Хавшпельгрунт. Вот у нас красочка. Сейчас ее размешивали. Она прям вся такая белая, красивая и приятная. И из неприятного только то, что та краска, которой мы пользовались, сколько ты сказала, год назад? Ну, где-то год назад мы ее только на откос. Ага, мы использовали эту же краску почти год назад. Очень аккуратно, то есть мы только чистыми руками, ногами, в общем, инвентарем, чистым инвентарем пользовались, и тем не менее эффект вот такой. К большому сожалению, она испортилась. Вот, очень, конечно, расстроились, потому что тут больше половины ведра. И все-таки вот такие материалы, краски, грунты и прочее, если вскрытые, то они хранятся очень плохо. Показываю еще комнату. Вот здесь точно так же полностью прошли розетку грунтом. Была очень сильная желтизна в серединке. Ксения прошлась еще на второй слой. Вот сейчас прям идеально стало. Карнизы пока не трогали. Вот общий вид у нас. Еще помещение из интересных. Здесь пока не стали грунтовать, каких-то видимых пятен нет. Посмотрим после первого слоя. Такой план составили, что мы проходим краской на один слой, смотрим, если вдруг какая-то желтизна появляется, еще раз проходим точечно грунтом Хавшпельгрунт. И проходим на кухню. Тут у нас новый карниз, мы его не трогали, и тут полностью, вплоть до частично по потолку, Ксения погрунтовала весь карниз. Он был очень желтый. Кроме того, прогрунтовала на 2 раза. То есть после полного высыхания она прошлась еще раз. Будем красить, наблюдать, смотреть, как оно по себя поведет. Тут у нас, почему показываю, помещение сложное. Это помещение сложное. И таким же образом действуем с откосами. Точечно прошли самые темные пятна. Желтизны там на них практически нет. Ну, где было желтое, подкрасили. Так, немножко хаотично, выглядит не очень, но, уверяю вас, под краской это будет замечательно все выглядеть. Это по всем откосам мы прошли. Вот такая у нас желтизна. И этот прекрасный грунт ее изолирует. Получается что-то вот такое. Желтых пятен нет. Камера не передает, насколько тут все желтое. Но вот тут вот видно. Это все будет покрываться изолирующим грунтом. И будет как вот там в уголочке. А вот так грунт перекрывает желтизну. Обычная краска с таким не справится.
Вот в таких сложных условиях приходится работать во время покраски. Ксюш, никуда ты. Не уходи от нас, вернись, пожалуйста. Аккуратнее. Сейчас прокрашиваем лепной декор, только уже... Да, извините. Отвлекающий маневр от декора. Прокрашиваем лепнину. Уже теперь проходим прям досконально со всех сторон, каждую точечку, дырочку, все закрашиваем. Сейчас пока результат такой неприглядный, потому что плоскости не открашены, но уже вырисовывается общая картина. Ну а вблизи это выглядит примерно так. Там, где плоско, разгоняем красочку. Вот так, аккуратненько. Сюда решила я валик не применять. Так вот. А с лепниной работаем вот такими движениями, дабы краска попала в каждое поднутрение. И вот она так плохо себя ведет. Иногда приходится менять кисть, брать в руки, то есть вот в таком состоянии еще. Брать кисточку поменьше. Вот так. И вот здесь видно. Угу. У меня нет третьей руки, к сожалению, поэтому выглядит очень неаккуратно. Обычно это не так. Так, разгоняем. И... Здесь у меня уже прокрашено, чуть выступает желтизна. И покажу, как я действую. Вот так вот туда приходится очень длительное время краску загонять всякими круговыми движениями во все возможные стороны, чтобы она только туда попала. А самое главное потом сделать так, чтобы это было очень аккуратно, не как шваброй покрашено, а именно аккуратно, красиво, опрятно. И вот, да, и чтобы не было никаких капелек. И после этого я еще раз пройдусь маленькой кисточкой. Конкретно на этой порезке надо вот дополнительно проходить маленькой кистью, потому что очень глубокие сложные поднутрения. Это все к слову о том, почему так долго красится лепнина вручную. Это только первый слой. Прохожу маленькой кисточкой, чтобы наверняка все поднутрения были прокрашены. Эти откосы уже были покрашены, но нам приходится их немного
переделать, потому что они были испорчены. Ну и мы уже их подмазали по краям, и они стали выглядеть немножко лучше. Теперь я их крашу на 2 слоя. Я думала, их уже не спасти после того, что с ними случилось. Но вроде как очень даже ничего. Откосы все побиты. Никто чужую работу не ценит. Но это полбеды, потому что Ксения начала там в одном месте расшивать, сказала, в общем, скотч снимается вместе со шпаклевкой, а нам нужно их красить. Этот скотч приклеили окончики, получается. Вот такой неприятный эффект. Так, зашел я, скорее всего, с камерой в эту квартиру в крайний, наверное, раз. С целью здесь что-то поснимать, поскольку основную, полностью всю работу, которая нам была вверена здесь, мы закончили. Сейчас Саша там ковыряется, доделывает такие уже допы, которые там, ну, никто не хотел, некому было, и уже, ну, давайте мы там сделаем. А так, в целом, можем смотреть, чего получилось. Сейчас посмотрим для начала всякую мелочуху, потом еще на стенки посмотрим, а потом посмотрим, собственно, на предмет, на потолки. Пойдем посмотрим. Так, Саша, здесь чего ты здесь делаешь? Мелкие доделки, докрашиваю межоконное пространство. Докрашивает Саша межоконное пространство. Она везде здесь за это самое, за фиброластиком и симлайтиком прошлась. Так как мы изначально сделали только эту часть, внутри вот эти межравные пространства. Сейчас, ну, кто? Мы. Нам надо доделать. Мы доделаем. И доделываем вот здесь, везде, в каждом окне. Вот так. Везде уже все сделано. И там все сделано. И даже здесь все сделано. Кстати, да, откосы все покрашены. Откосы вот эти вот. Внешние, с валиками. Тут как-то, может быть, видно, не видно. Ну, вот такое получилось. Вот так вот. И примыканица, и все. И все вроде бы даже вполне себе хорошо. И из неких несбывшихся допов это окно. Окно появилось очень поздно, вот это окно. Это старое окно, такое же, как здесь. Это окно старое, но здесь было пластиковое окно, и оно появилось, ну, буквально там, может, месяц, полтора-два назад. И сейчас мы просто его как бы не успеваем сделать. Я сделаю сюда валики, и потом кто-то, может, когда-то сделает вот здесь как бы штукатурную работу, и сюда валики, ну, уже гипсовые смонтируем. У меня есть такие валики, где-то я... А вот здесь у меня оставался шаблон, я вытянул кусочек, ну, чтобы примерить. Посмотрели, да, это отсюда где-то, да, это оно. И потом надо будет как-то сделать. Ну, вот такое. Уже нет на это у нас ресурса, чтобы делать сейчас, заниматься. Когда мы параллельно делаем какие-то там несколько объектов, сейчас заниматься мне, вставать, думать над этим окном, а мне больше всего надо думать, как бы его сделать. Там вот эти вот толщины, вот такая толщина, вот здесь должен быть откос, вот так, а там внутри скорее надо быть цементной какой-то, чем-то таким. Короче, нет, это окно мы оставляем. Уж очень много времени оно пустовало. Мы тут полтора года как минимум находились, а его не было. Ну ладно, надеюсь, кто-то его сделает как-то, а мы потом сделаем свою декоративную часть, вот такую. Из всяких допов Саша еще здесь, а у нас еще оставался кусочек, еще надо будет доделать. Здесь примыкание, потому что тоже это дверь на черную лестницу. Здесь ставили коробку, Саша тут что-то подштукатуривал, он делал какие-то штучки, поскольку коробка оказалась и дверь оказалась выше, чем уровень штукатурки. Она там что-то подогнула как-то. По всяким дополнительным помещениям поставили мы карнизики. Вот такие маленькие карнизицы. Это копии вот таких вот карнизов, которые у нас везде, в коридорах и везде. Вот обычные такие карнизики. Какие мы еще допы делали? Никто не помнит.
И походу я вот так пытался вспомнить, сейчас я не помню, каких мы допов еще чего делали. В целом по квартире мы везде все деревянные стены, у нас же несущие получается, если здесь коридор, вот так, то несущие стены, вот одна по центру, да, получается несущие вдоль квартиры и несущие по сторонам, а остальные деревянные. Мы деревянные, кто помнит, здесь были обои, всякое разное. Мы их обои удалили, поштукатурили, что там выпадало где-то, и дальше перешпаклевывали, восстановили, наклеили сетку и так далее. И это имеет право на жизнь. Я нигде не вижу особых каких-то трещин, чего-то там. Когда-то раньше прошли были трещины вот здесь, в каждом дверном деревянном проеме, мы их заделали, это было еще, по-моему, в мае, а сейчас у нас уже декабрь. Там сразу были, когда мы их увидели, они прошли эти трещины, мы их заделали симлайтиком, и так вроде дальше они не идут, еще раз не проходят. Ну это нормально, то есть там деревяха, это нормально для дерева. Здесь у нас еще был проем, и я смотрел специально, вот здесь такой проем был, я там пытался по-всякому, там всякими сетками его и так далее, туда гипрок, помню, запихивал. Смотрел на предмет трещин, нет, ничего здесь не произошло. Вот он. Вот он тут, гипрок, и все нормально, ничего тут не произошло. То есть со стенами у нас все хорошо, вроде бы, ну, в плане каких-то разрушений, что ли. Их не произошло нигде. Все нормально, ничего не потрещало, ничего не произошло. Все со стенками хорошо. Ладно, пойдем на потолки смотреть, то, что нам интереснее всего. Здесь у нас местами двери уже появились. Вот это, если не идти еще в сторону потолков, не идем. Здесь появились двери, и это прикольно, уже больше геометрии стало. Но они не везде, вот здесь, например, нет еще дверки, но здесь уже где-то дверки есть. Отреставрированные, ну классно, супер. Значит, про потолки. Давайте про потолки. Видит Бог, я не хотел делать было, стало было, но только что прям вот 5 минут назад отсюда ушли собственники квартиры, и они попросили меня: ой, а сделайте, как вы делали раньше в роликах, ну, чисто на память, чтобы осталось, как было. Так что я постараюсь сделать, как я уже делал раньше, то есть буду показывать, что получилось, а потом, как оно было до. Попытаюсь найти, благо я храню все материалы вот, по действующим нашим объектам, я храню как бы все, что я наснимал. И благо оно у меня, надеюсь, есть где-нибудь на жестком диске, я смогу оттуда навыцеплять каких-то скриншотов хотя бы, хоть чего-то такого. Ладно, пойдем смотреть. Ну что, здесь у нас прихожая, да, кстати, везде полы появились, везде паркетик. Прихожая, потолок прихожей, я разворачиваюсь сюда, смотрю, и у нас туда идет коридор. И пойдем мы по правой стороне, и сначала посмотрим на прихожую. Вот так она получилась, такая она получилась покрашенная. Вот так. Я не знаю, как у меня там было, где я снимал, я вот так поснимаю ее по-всякому, и потом вставлю кадры, как было. Вот так у нас получилось сейчас. Вот что получилось в итоге. А вот здесь, как оно было. Так оно было, и вот так оно стало. Вот это прихожая. Здесь никакой розетки нет, ничего нет, здесь просто вот будет люстра потом. Так, пойдем дальше. Коридор. Вот такой коридор. Полностью все сделано, все хорошо. Наверное, не очень-то видно, но у меня нет здесь специального осветительного оборудования. Слава богу, есть хотя бы лампочки. Вот. Тут видно, как оно. Вот несущая стена справа, как оно опустилось туда все. Это как бы дом туда просел немного. Поэтому здесь есть угол, а с той стороны, в ту сторону есть угол. Да? Видно? Видно. Оно не в горизонте. Вот как оно было, так оно и было. Ну, как бы мы так и восстановили, как оно происходило, как оно получилось исторически. Что относительно центра, относительно центральной части, вот, там фасад, тут двор, вот там окна,
да, и как бы относительно вот все потихоньку туда вот так просаживалось. Ну, тут больше 100 лет, я уже не помню год постройки, но это точно начало 20 века. Значит, ладно, вот так оно получилось. Вот так вот. И как оно было. Было это так, ну и стало вот так. Вот так оно стало. Вот и коридорчик. И теперь пойдем от прихожей направо. Комната вот с такой розеткой. Вот с этими вот прекрасными, классными, супер красивыми такими геометрическими углами. Вот так получилось у нас. Вот такой итог. Все классно, все читаемо, все прям хорошо. Нигде ни следов инструмента, нигде каких-то коцок, нигде не видно каких-то сколов и так далее. Все как должно было быть, так оно и получилось. Я, в принципе, очень доволен всем происходящим. Но я еще расскажу об этом всем. И вот розетка. Сейчас попробую выключить свет. А без света, нет, без света уже мало. Нет, придется со светом. Хоть что-то будет видно. Вот так, такая розеточка получилась красивенькая. Все классно, все хорошо с ней. Итого, вот так у нас получилось. А вот как это было. Было это так, а получилось вот так. Угу. Вот так вышло у нас. Получилось все. Хорошо. Пойдем смотреть следующую комнату. Мы идем, там у нас коридор, и пойдем по коридору как бы дальше. В следующую комнату направо, там, где у нас не было когда-то розетки. Там у нас целый ролик есть, а я сюда сейчас вставлю. Это я себе на монтаж вот сюда я вставлю, появится здесь ссылка на вот эту розетку, как мы ее делали. Ролик, который был посвящен прям розетке, у которой исторически не было центра. Ну, он нам не достался, он был у нее когда-то, потом он вылился, коммунальщики замазали этот центр каким-то цементом, и потом нам пришлось ее снять, эту розетку, и мы ее полностью восстановили, как бы, и сами выдумали центр, причем, я, по-моему, нигде не показывал, мне когда-то присылали такую же розетку историческую, мы почти попали в нее, то есть мы свои, как бы, придумывая центр, вот этот, мы почти попали в ту, которую, ну, как бы, нам присылали такую розетку, ее, как бы, родную сестричку, вот. Если я найду, я сюда вставлю фото где-то. Собственно, такое помещение. Помещение простое, довольно простой карниз. У нас он занял очень так серьезно, я помню, каких-то таких, не то чтобы времени, сил, это некое такое мыслительное кое-что, потому что я помню, что мы с Ксенией вот здесь подравнивали. Оно и видно до сих пор, этот прогиб. Но здесь нам приходилось подравнивать, поскольку там, по-моему, был переломчик такой. Здесь было подломлено довольно сильно. Вот так и вот так. И мы как бы сгладили этот перелом. Помню, что там какие-то часы тут с ней провели. Я смотрел там сбоку, снизу, с той стороны, с той, чтобы это было хоть как-то. Но получилось вот так уже, как получилось. Все покрашено, вот так выглядит. Везде, конечно же, откосики, везде откосики. У нас покрашены, везде они сделаны. Тоже те откосы, которых тоже не было. То есть они были, но в виде вот таких вот обрывков. Каких-то вот до сюда где-то доходило местами, еще как-то. А вот сюда я вставлю как откосы, какие они были до этого.
Такие они были везде по всей квартире, оборвыши, а получились они вот такие везде по всей квартире у нас. Вот такие они получились. Возвращаясь к этой комнате, вот такая она сейчас. Вот так она выглядит. И вот так она выглядит. Вот. И розеточка тут, и все есть. А было это вот так. Было это вот так, а получилось это вот так. Угу. Вот такой финальный результат. Ладно, пойдем сквозь проемчик, пойдем, это у нас там коридор получается, и мы идем вот в помещение вот такое. Здесь было очень желтое, я помню, много вышло этой самой, вот сейчас даже это видно, дверь на черную лестницу туда. Вот Саша тут недавно подштукатурил, видите, как желтизна. Кто помнит, желтизна была много где, и даже много ее было на карнизах. Но Хафшпергрунд сделал свое дело, классно, супер. Это нам бы его еще бы раз достать. Не знаю, может удастся нам когда-нибудь разжиться еще Хафшпергрунтиком. Ну ладно, он поработал, он сработал, и желтизны мы чего? Правильно, не видим. Нет никакой желтизны, все. Хорошо произошло. Хафшпергрунд паропроницаемый, хороший, правильный, нужный нам очень, и хорошо он здесь сработал. Теперь у нас никакой желтизны здесь нет. Здесь находится некий полупредмет гордости или предмет полугордости, потому что у меня есть предмет гордости, я до него еще дойду. Здесь это новодельный кусок, и вот это новодельный кусок. Это новодельный со стола, гипсовый карниз, это исторический везде. И вот здесь Саша поправляла, выделывая вот эту кривизну. Интересно, видите ее сейчас камера или нет? Надеюсь, что видите, потому что здесь потолок весь старый, полностью старый потолок, полностью старая плоскость. И она с прогибом. И мы новый карниз мы подламывали, выламывали, выкручивали его вот так, чтобы он был похож на исторический. То есть мы прошли по кривому потолку, выгнув его. И, надеюсь, камера видит, как это получилось. То есть здесь, в реальности, он так подгибается чуть-чуть и вниз, и вот так разворачивается, как бы. Если этого, и я об этом говорил еще сколько, наверное, 1,5 года назад, когда снимал ролик про этот карниз, я помню, что и задача стоит так. Человек, который сюда заходит, он смотрит, и он не видит диссонанса. То есть вот он старый карниз, вот он старый карниз, вот он старый карниз. И вот он старый карниз, и вот он старый карниз. Ну, как бы, ты не скажешь, что это новое, ровное какое-то, еще что-то. Не знаешь, и ты скажешь, ну, как бы, а что-то не так, все тут так, все хорошо. То есть, как обычно, не видно следов нашей работы. А это самая основная цель, чтобы не видно было следов нашей деятельности. Их здесь не видно. А на самом деле ее было произведено вот в этом месте очень много. Саша тут прям стачивала его, сгрызала, выравнивала, выкривляла его, чтобы он вот таким получился. Ладно, сейчас это так выглядит. Вот отсюда, наверное, хорошо будет эффектненько, да, выглядеть. Да, хорошо, угол, что, всегда внешние углы красивые. Вот так теперь это выглядит. А было это вот так. Было это вот так, ну и стало вот так. Вот такой стал у нас потолочек этот. Угу. Вот такой. И вот такой. Ладно, пойдем теперь в маленький коридорчик. От этого длинного коридора у нас маленький коридорчик. Вот он, видно, квадрантик такой. Оп. Смотрим сюда. Вот такой вот коридорец маленький. Здесь что-то мы доставляли. Вот я сейчас смотрю, я вообще не помню. По-моему, вот эти две части мы доставили.
Их здесь, по-моему, не было. То ли эти две, то ли там и тут. Но потом я на фото, может быть, где-то найду, не на фото, а где-то в видео, которое снимал раньше, где-то будут скрины, и я найду, чего мы там куда вставляли. Или одну. Я не помню, оно все сливается. Причем здесь маленькое довольно все, оно все довольно такое ровное получилось, более-менее. Так что, ну не знаю, маленький такой коридорец, квадратненький. Вот. Вот такой он получился, а был он вот такой. Такой он был, но получился он вот такой маленький коридорчик. Я бы пошел в ту комнату дальше, вот такая темная, но я оставлю на потом. Пойдем, вернемся обратно, вот туда, и пойдем с гостиной, самого большого красивого помещения. Оно у нас за этой дверкой. Так, открываем дверку, и мы в гостиной. Вот так получилось. Самая большая, самая такая классная, красивая комната. И я здесь не показывал, да? Я не показывал. Почему-то я ее не показывал, эту печку. Ну, почему-то. Почему-то. Она здесь есть. Здесь есть печка. Старая печка, историческая. Она здесь. И вот такой вот этот угол. И вот такой вот этот угол. А вот это вход. А вот тут у нас переломчик. Может, кому-то, кто не помнит, а он у нас есть. А ну-ка, вы видите его камера или нет? Я без ручки прям снимаю, вот как бы держу рукой камеру. Вот так вот. Тут, чтобы избежать этого, надо было бы что-то рубить и удалять. Мы ничего не сделали, мы свели вот так. И если бы я не показал это место, то его никто бы не заметил, да? Да. Потому что это никому не интересно. Все смотрят в общем на вот это. А это классно, это круто, это очень красиво. Когда все покрасилось, я уже говорил в этом ролике, да, что оно стало другим, чужим. Оно было как бы моим, нашим, а оно стало принадлежать теперь этому месту, оно отсюда. А так-то оно было как бы еще в работе, ну как бы мое чуть-чуть, оно в работе, а теперь оно не в работе, оно уже вот, оно осталось здесь, на месте. Вот. Здесь у нас кусков каких-то не хватало, я помню. Вываленные куски фриза были, да. Ой, там, кстати, да, там интересного было много. Там что-то много чего было вывалено. Я уже не помню этого. Как, ну, мы увидим, как это было. Надеюсь. Вот такой потолок классный получился. Вот такая Саша сидит там, подкрашивает что-то. Ну, что-то там. Ты такая красненькая. Тебе там тепло на радиаторе, да? Да, тепло и на радиаторе. Вот такая комната, да, конечно, это прекрасная комната, новодельная розетка, я показывал, да, какая она, ну, где-то там раньше в роликах, да, какая она была новая, она была, как бы ее здесь не было, нам не досталось, мы купили из такого же интерьера, получается, те же детальки, но она очень новая и ровная. Не знаю, подкраска, наверное, не очень заметна, но когда у нас была здесь историческая поверхность, прям расчищенная, и вот это новое, они так сильно диссонировали. Сейчас, конечно же, меньше, потому что все покрасилось. И вот. Ну, вот так это сейчас работает. Такая комната. Вот. Значит, получилось так, а было это как-то вот так. Было это так, а получилось вот так. Вот так вот получилось. Вот так красиво. Классно получилось, на самом деле. Ну, столько времени, столько сил влить сюда. Было бы странно, если бы это получилось как-то по-другому, да? Вот такое все. Очень красиво, очень классно. Я уже говорил где-то раньше в роликах по этой квартире,
по этому помещению, что этот фриз, он абсолютно сюда, только сюда сделан, абсолютно эксклюзивный, сделан он специально для этого помещения. То есть, исходя из наблюдений, деталей, размеры деталей, они под это помещение, под размер этого помещения. То есть, возможно, это единственный такой, ну, как бы, в таком виде единственный в городе вообще, может, даже в мире. Скорее всего, такие есть. Потому что какие-то маки, например, да, они могут где-то быть, там, но вот сам фриз, он под это помещение специально сделан. Ладно, это, конечно, хорошее помещение, красивое, классное. Но у нас еще есть не менее красивое помещение. Вот оно. Видите? Вот так тут теперь стало. Стало тут очень и очень так. Не знаю, углы работают, в общем. Как тут стало? Акцент, можно сказать, акцентированы они. Ну, такие светотени, конечно, тут очень много. Тут светотени, очень много. Одна светотень везде. Все такое прям, играет, поигрывает с нами. Вот так вот красиво. Какие красивенькие углы, порезки все, да, вот все видно, все читаемо, все классно. Вот здесь были абсолютно желтые, ужасно желтые порезки, вот здесь вот. Низ этот был затоплен просто. Он такой был, там свисали клочья оттуда мела. А я покажу, если найду, а я найду, наверное, я покажу, как оно было. Вот там. А вот такое вот получилось у нас. Вот этих частей не было полностью вот здесь. И вот здесь ничего не было. Мы вручную вылепляли вот эти кессоны центральные. И вылепили, и вот они такие теперь и есть. А их не было. Кессончиков этих, центрулечек. Но вот так это получилось. А было это вот так. Так это было, а стало вот так. И еще раз посмотрим, как это стало. Ну, что, стало классно. Супер-пупер. Классно это стало. И да, тот момент по этой комнате, она почему-то у нас очень сильно после всех работ, наверное, через несколько месяцев, это был конец, скорее всего, начала 22-го года, или 23-го, 23-го, да, это начало 23-го года, и зимой здесь с окнами были какие-то туда-сюда, короче, там была пленка внешняя, и здесь у нас оттрещали углы сильно. Вот это место я где-то показывал в роликах, как там что происходило. Вот здесь была большая трещина, очень отошло, потому что у нас же здесь новая штукатурка на потолке. А здесь ряд вот этой порезки, и что-то здесь происходило. И здесь какая-то очень активная комната сверху, там активно всегда ходят, топают, тусуются. И, в общем, перед покраской, сейчас, когда девочки, Саша и Ксения красили, перед этим они прошли всю квартиру, все потолки, и все трещины, все перемазали и отмазали по новой еще раз. Реставрация. Это было пару месяцев назад. Но сейчас мы проходили с собственниками и нашли одну трещинку здесь. Вы ее не увидите, камеры, я ее искал без камеры долго, но она есть. Вот здесь она вдоль тяги почему-то. Ну, видимо, что-то какая-то там, что-то конструктивное имеется, и Саша потом подойдет еще и подразошьет, скорее всего, симлайтиком, грунт, симлайтик, и потом еще раз перекрасит ее. Но здесь было очень, как бы так, серьезно. Если по всей квартире, если в той же в гостиной, там было в большой, да, там было как-то что-то, местами локально, где-то у нас чуть-чуть смещения были карниза, по-моему, над окнами, и что-то там чуть сетку даже отдирало. И были трещины по кругу, то есть здесь были они прям такие, вот здесь, наверное, миллиметров 2-3, вот возле этого угла, я помню, было над этой печкой. Может, из-за того, что там такая же печка, или наоборот, должна быть ее нет, не знаю. Но здесь было очень так неприятно. Ну, они перемазали, вот,
пару месяцев и ничего, и все хорошо, и все нормально. Кроме вот этой вот трещинки какой-то одной. Ну вот Саша пройдет, это уж такое. Это такое уже. В общем, вот так. Вот такое. А ну-ка повтори то, что ты только сказала. Ну повтори. Ну повтори. Зачем? Ну мы это уже говорили, ладно, я повторю за тебя. Короче, из-за того, что... Ай, шумная ты такая. Из-за того, что мы, во-первых, здесь новая штукатурка, новая гипсовая штукатурка. Мы полностью этот потолок, плоскость, сам плафон потолка мы перештукатурили. Одно. Старые карнизы – это другое. Старая порезка. Вот здесь была только порезка. Вот между порезкой и карнизом мы тоже подштукатуривали вот это место. Как бы. Порезка, она вот такая на самом деле идет. А там дальше штукатурное как бы поле должно было быть, но оно у нас старое вывалилось, поэтому мы перештукатуривали его. Так вот, чем больше мы стянули, скрепили где-то что-то, старый подукрепили, новое оно плотное, там плотное, что-то где-то стянули, но вот те нагрузки, которые остаются, какие-то подвижки, ездят трамваи, катается метро, там внизу тусуются, грузовики по улице, там шлеп-шлеп-шлеп в этих выбоинах. Еду я по выбоинам, из выбоин не выеду я. Вот. И вот это все происходит все равно, и конструктивные какие-то моменты существуют. И все-таки в одном месте мы где-то все хорошо сцепили, там. А в другом месте оно находит себе выход. Вот это напряжение, которое вот там, например, было, а тут оно находит выход. Или наоборот, оно есть вот здесь, но здесь крепко, а ему хочется найти выход вот там. То есть там более слабое место для того, чтобы случился вот выход вот этого вот какой-то деформационного чего-то, какое-то смещение какое-то, еще что-то происходит. Может просто нагрузка. Как чего не делай, это старый потолок. В первую очередь этот потолок, вот эта часть у него точно старая. Это все старое, историческое, с момента постройки дома, включая углы. И, да, ему очень много лет. Посмотрим на нас, да, когда нам будет больше 100 лет. Как мы себя будем вести, и будем ли мы трещать или еще что-нибудь. В целом, это очень и очень вполне себе хорошо. Ладно, пойдем там, где мы красили. Когда мы все вместе накрасили, мы вот что накрасили. Вот. Вот так получилось. Это получилось прикольно, это получилось прям... Да, розетка работает совершенно по-другому. Розетка стала теперь какая-то немножко другая. Все супер, все классно, геометрия такая, акцент, прям акцент, как дворцовая тема появилась, как будто во дворцах, да, вот темные такие превалируют, преобладают. Вот перелом, классный, супер. Специальный перелом оставленный, чтобы знать и помнить. А я помню хорошо, вот тут разница, по-моему, по горизонту сантиметров 7 или 8. Вот так, если брать, то вот оттуда и туда где-то будет, скорее всего, здесь опущено вот так. Разница в 7 или 8 сантиметров. Это вот так. И вот это выход вот этого вот напряжения. А чтобы этого не было, чтобы этого перелома не было, нам надо было бы срубить весь низ. Вот прям до угла. Все вырубить, и тогда бы не было. А он есть. А если бы я его вам не показал, вы бы о нем и не знали. Потому что он так там завуалирован. Мы так сводим, как бы как оно идет, мы так просто втыкаем и обрезаем. Вот так. Получается в итоге вот так. Классно получилось. Я так хотел, так оно получилось. Оно прям напоминать, всегда будет напоминать собственникам о том, где они живут. И сколько этому лет. Да, вернемся к предмету моей гордости. Вот он, вот этот угол. Сломленный, специально переломленный угол. А ну-ка, тут я выключу свет все-таки. Так, выключила специально свет, чтобы понятно было, какая здесь кривизна. Здесь вот так. Здесь полностью загибается все вниз. И там тоже полностью загибается все вниз. Вот так. Потому что потолок, уровень самого потолка, старый потолок, он полностью вот так лежит, вот туда, вниз. И за ним мы провели туда тяги вниз. Как бы у нас здесь не было низа, но об этом еще потом посмотрим, покажем. Ну вот да, мне понравилось, как получилось здесь. Я так хотел, чтобы получилось, так оно и получилось. Оно получилось как старое. Ну, не скажешь, что здесь что-то новое, а оно здесь есть. То есть весь низ здесь новый. И вот этот угол новый. Ну, он штукатуркой сделан угол. Это со стола, нижняя часть. А здесь штукатурка, потому что здесь вывалилось все было. Вот. И вот так, такой уголочек. Вот такой вот.
В общем, вот так получилось. Вот так, темненько, классно такое. Я не знаю, как это называется. Я не понимаю в цветах вообще, как они правильно должны называться. Зеленый, серый, зеленый, зелено-серый, что-то такое. Ну, это классно, это прикольно. В общем, вот так получилось. Вот это вот. Так вот все получилось. А было это вот так. Было это так, а стало вот так. Вот такое вот стало помещение. Прикольный ход. Мне понравилась эта краска темная. Ну, не светлая, не белая. Да, классно. То, что надо. Отлично. Замечательно. Вот мы и закончили таким образом обход всех помещений. Надо еще что-то сказать в конце. Вспомнил два момента еще. Вот здесь вот это место я показывал, трещина. Мы ее заделали симлайтом. И пока ее здесь нет. Но она здесь по-любому все-таки появится, поскольку вот такой тип примыкания. Здесь два гипрока просто. И вот сюда воткнут, как бы воткнута направляющая. Здесь гипрок, и это напрямую вот здесь в стену кирпичную. Такое будет трещать всегда. Ну, тут мы не вольны. Нам в тех условиях, как мы делали, особенно учитывая, что вот здесь был низ, тут надо было бы изначально переделывать всю стену просто гипрочную, чтобы попытаться избежать растрескивания вот здесь на вот этом соединении кирпич и гипсокартон. Надо было бы заводить ухо гипсокартоновое сюда или выдумывать еще что-то. Тут наклеить пену гипсокартон, тут что-то еще использовать, как-то хитро, может быть, направляющие делать. Но в таком виде, как нам это досталось, то есть гипсокартон, ровное примыкание и кирпич, и я показывал, да, то есть, что я шлифовал, трогал, все нормально. Буквально через день приходишь, и уже у тебя там как бы есть задирочка, ты уже чувствуешь, что задирается где-то что-то. То есть, что она как бы вот эта часть, она вот так чуть-чуть поигрывает. Ну, ладно, это место я хотел вам показать. Еще одно место у нас возле санузла есть. Какой кривенький, вот такой. О, какой классный, кривенький. Вот эти места, я говорю, вот не подшкурили, да, не подшкурили, говорит, не подшкурили. Здесь, кто помнит, здесь гипсокартон, штукатурка, штукатурка. И здесь была такая, ну, как бы, трещина, не трещина, а недоштукатурено сюда было до конца. Здесь полностью все эти примыкания заделаны фиброластиком. Я показывал работу фиброластика, как это работает. То есть фиброластик, он просаживался, мазали еще раз фиброластиком, ушло сюда литра 3-4, наверное, этого материала. Вот в этих, получается, 3-6 метров. Шторку закрою. Вот в этих 6 метров ушло, наверное, много его, но по факту никаких трещин нет. Вот. То есть получилось здесь так сделать. Штукатурка. Гипсокартон, штукатурка, здесь в примыкании фиброластик, причем толстенько, его там так жирненько. После полного его высыхания, когда оставалось миллиметра полтора, там, наверное, миллиметр, как бы разницы вот этих плоскостей, здесь 7 лайт. И вот так это работает, и трещин никаких не видно. Вот так. А сделано это было полгода назад, наверное. Пока вот такой результат, вот по этим моментам. Я хотел показать, и я это показал. Статистика. Осталась статистика. Я, скорее всего, в крайний раз озвучиваю какую-то статистику на этом канале, поскольку
Я уже достаточно раз ее озвучивал, и впечатление, которое я хотел ею произвести, я уже произвел, я думаю, так. А больше я сейчас, в данный момент в своей голове думаю так, что я просто беру ее и раздаю. То, что я так старательно собирал, я просто раздаю. И мне не хочется этого делать, и после этого объекта я, скорее всего, делать это перестану. Потому что она моя личная штука. Как там было в мультике, да? Территория журавля. А вот это моя территория, моя статистика. Так вот, ладно, по статистике по этому объекту. Стены, переделки, штукатурки, которая наносилась машинным способом. Кто помнит, тот помнит. Кто не помнит, смотрите весь проект, как там чего было. По названиям там где-то понятно будет. Здесь была машинная штукатурка машинным способом, которую нанесли кое-как, и нам пришлось переделать на несущих стенах, а стены деревянные, с деревянным основанием мы делали ремонтировали с самого начала, с момента демонтажа обоев. Стены 1500 часов. Потолки, все потолочки. Их тут под 200 квадратов. 5000 рабочих часов. Много это, мало, не мне судить. Ладно, не свой, пойдем к Саше. Пока она тут, я ее еще не спрашивал, я хочу задать один маленький вопрос. Пойдем. Ну, рассказывай. Скажи свое впечатление, и вот это конец ролика. Говори, свое впечатление от такого серьезного, большого объекта и такой замечательно. работы. Ну, посмотри на нас. Тебе нужно научиться заканчивать работу. А еще какое впечатление? Ну, свое личное ощущение. Есть? Да, все здорово. Вот занимаюсь всякой ерундой вместо того, чтобы делать свою работу. А еще какое? Я научилась пилить болгаркой. Она научилась пилить болгаркой. Это под лозунгом слабоумие и отвага. Ну, понравилось тебе вообще в целом то, что у нас вот там, везде, на потолках и везде? Да, все замечательно. Желаю, чтобы у всех такое было, кто начинает подобного плана ремонт. Желаю, чтобы у них также все получилось. Ну вот как-то так. Вот Сашина такое пожелание и ее мнение. Мое мнение. Это было серьезно, это было много. До этого у нас такого не было. Такого объема, такого веса серьезности, который на тебя сваливается. Понравилось, не понравилось? Я не хочу так, наверное, говорить. Судить — это очень субъективные какие-то вещи. В целом это огромный опыт. Это какие-то новые штуки, которые мы нашли здесь, новые штуки, некую эффективность мы отсюда выхватили с этих потолков, некую эффективность в работе. Мы ее прям изъяли из этих потолков в свои руки. Какие-то моменты, микромоменты, где можно чуть-чуть, а как в игрушке, да, когда там где-то гриндишь, да, там за какие-то сапоги, там кто там любит такие, да, штуки, там за какие-то сапоги, которые дают там скорости 1%, да. Вот где-то приблизительно вот то же самое, вот это в реальной жизни происходит, да, ты вот шкуришь, а потом ты такой понимаешь, что если тут чуть-чуть подогнуть по-другому наждачку, то шкуриться будет на 2% быстрее, и это так оно и происходит. Хорошо. И очень даже хорошо. Мое конечное впечатление. В целом, если бы я оценивал свою работу, я бы оценил это на твердых 5. На таком объеме, я считаю, это прекрасный результат. На этом я заканчиваю этот видеоролик и желаю вам всего хорошего. До свидания. Пока-пока.